Виктор привычно потянулся к будильнику, который настойчиво звенел в 6 часов 30 минут утра. Очередной серый день начинался, как обычно, с чашки растворимого кофе и наспех приготовленных бутербродов. Его небольшая квартира на окраине города была погружена в полумрак, осеннее утро неохотно вступало в свои права. Работа в магазине бытовой техники «Электромир» давно стала рутиной. Виктор знал наизусть характеристики каждого товара, мог с закрытыми глазами найти любой прибор на полках и автоматически отвечал на типичные вопросы покупателей. Нет, к сожалению, рассрочки на эту модель нет. Да, гарантия 2 года. Конечно, можем доставить. Дни сливались в однообразный поток, прерываемый только редкими вечерами с книгами, единственной отдушиной в его монотонной жизни. В тот вечер погода была особенно мерзкой. Моросящий дождь превратил опавшие листья в скользкий ковер, а порывистый ветер пробирал до костей. Виктор шел, опустив голову и пряча руки в карманах потрепанной осенней куртки. Именно поэтому он чуть не проскочил мимо кожаного кошелька, темневшего среди мокрой листвы. Первым импульсом было пройти мимо, мало ли что может быть связано с подобной находкой. Но что-то заставило его остановиться. Может быть, мысль о том, как сам бы чувствовал себя, потеряв все документы и деньги. Поколебавшись секунду, он поднял кошелек. Внутри обнаружилось $500 новенькими купюрами и комплект документов. С фотографии в удостоверении смотрел представительный мужчина лет 50 Александр Сергеевич Романов. Фамилия действительно показалась знакомой, кажется. Он видел ее в местных новостях, но не мог вспомнить контекст. Той ночью Виктор почти не спал. $500 — это была его месячная зарплата. С такими деньгами он мог бы купить новый ноутбук, о котором давно мечтал, или наконец-то съездить на море. Кто бы узнал. Документы можно было выбросить в любой мусорный бак. А деньги? Но каждый раз, когда эти мысли приходили в голову, что-то внутри сопротивлялось. Отец всегда говорил: «Сынок, честное имя дороже денег». И хотя отца уже 10 лет как не было в живых, его слова все еще звучали в голове Виктора. На следующее утро он позвонил на работу и взял отгул. Адрес в документах указывал на престижный район города. Добираться пришлось с 2 пересадками на автобусе. Район действительно оказался другим миром: широкие улицы, ухоженные газоны, роскошные особняки за высокими заборами. Дом номер 23 по улице Липовой выделялся даже на фоне соседних особняков. Трехэтажное здание в современном стиле, окруженное ухоженным садом, выглядело как картинка из журнала о роскошной жизни. Виктор нерешительно нажал кнопку видеодомофона. Открыл ему сам хозяин, тот самый мужчина с фотографии. Виктор сразу узнал его, хотя вживую Александр Сергеевич выглядел более внушительно. «Здравствуйте, я нашел ваш кошелек вчера вечером», — начал Виктор, но был прерван внимательным взглядом хозяина дома. «Проходите», — коротко скомандовал Александр Сергеевич, и Виктор оказался в просторном холле с мраморным полом и винтовой лестницей. Разговор в кабинете начался неожиданно. Вместо благодарности хозяин дома холодно спросил: «Где остальные деньги?» «Здесь не хватает $100». Виктор почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Но я ничего не брал. Все как было». Его голос дрожал от возмущения и страха. События развивались стремительно. Появилась полиция, начались допросы. Виктор провел несколько мучительных дней, доказывая свою невиновность. Его спасли камеры наблюдения на улице, они четко зафиксировали момент находки кошелька и то, что Виктор даже не открывал его до прихода домой. Когда все закончилось, Виктор чувствовал себя разбитым. Вера в людей, в справедливость, все пошатнулось. Он уже собирался навсегда забыть эту историю, когда раздался звонок.
Александр Сергеевич просил о встрече. На этот раз разговор происходил в уютном кафе в центре города. «Виктор, я должен принести свои извинения», — начал Александр Сергеевич, помешивая кофе. «Но у этой истории есть продолжение. Я частный детектив, и мы проводили эксперимент. Нам нужен был человек определенного склада, честный, принципиальный, способный устоять перед искушением». Он рассказал об агентстве, которое специализируется на особых расследованиях, где классические методы работы не подходят, где нужны люди, способные войти в доверие, но при этом оставаться кристально честными. «Мы давно искали такого человека, как вы», — заключил Александр Сергеевич, «и готовы предложить вам работу. Зарплата в 4 раза выше вашей нынешней, полный социальный пакет, обучение. Но главное — интересные дела и возможность помогать людям». Виктор не сразу поверил в реальность происходящего. Но уже через месяц он сдал дела в магазине и приступил к обучению в агентстве. Оказалось, что его способность располагать к себе людей и природная наблюдательность — именно то, что требовалось для новой работы. Первое дело было связано с серией краж в элитном жилом комплексе. Виктор устроился туда консьержем и за 2 недели сумел выяснить, что за кражами стоял сын председателя жильцов, промышлявший мелким воровством для поддержания наркотической зависимости. Но вместо того, чтобы просто сдать парня полиции, Виктор организовал разговор с отцом и помог устроить сына на лечение. Постепенно он понял, что его работа — это нечто большее, чем просто расследование. Это возможность помогать людям, находить решения там, где обычные методы не работают. Его честность и принципиальность, которые раньше казались помехой в жизни, стали его главным преимуществом. Спустя год Виктор уже не мог представить себя за прилавком магазина. Его жизнь наполнилась смыслом и действием. Каждое новое дело было как детективная история, где от его решений зависели судьбы людей. А тот дождливый вечер и найденный кошелек стали началом новой главы в его жизни. Иногда, возвращаясь домой после успешно завершенного дела, он думал о том, как одно честное решение может изменить все. И каждый раз благодарил отца за тот простой, но важный урок о ценности честного имени. Теперь у него была не просто работа, у него было призвание. И каждое утро, просыпаясь, он с нетерпением ждал новых задач, новых испытаний, новых возможностей сделать мир чуточку лучше. Как оказалось, честность действительно окупается. Просто иногда нужно пройти через испытания, чтобы понять это.